Всем привет, с вами Инвестицин, и сегодня мы поговорим о компании Аэрофлот. Стоит ли инвестировать в нее сейчас, возможен ли рост котировок, ну и разберем фундаментальное состояние компании, а также новый отчет по РСБУ, который компания выпустила буквально 2 дня назад. Итак, начнем. Я думаю, Аэрофлот в представлении не нуждается, но на всякий случай напомню, что это крупнейший российский авиаперевозчик, включает в себя 3 предприятия, то есть это авиакомпания «Россия», региональный перевозчик, авиакомпания «Победа», лоукостер и, собственно, Аэрофлот. Аэрофлот работает в премиальном сегменте. Естественно, компания в 2020 году очень понесла серьезнейшие убытки. Сейчас мы попробуем проанализировать, насколько состояние компании улучшилось за это время. Но прежде чем мы начнем, так сказать, смотреть текущие отчеты компании, я напомню, что компания Аэрофлот, она, начиная с 2009 года, не имела устойчивого роста прибыли, то есть выручка у компании росла, авиаперевозки росли, а прибыль, как мы видим, так, зеленые столбики, прибыль то росла, то падала. Были годы, например, 2014 год, 2018 год, когда компания входила в существенный убыток, хотя локдаунов тогда не было. Это говорит о том, что компания управляется неэффективно, у компании есть проблемы, и она, не самая, так сказать, устойчивая. Итак, перейдем к фундаментальному состоянию компании. На сегодняшний день у Аэрофлота, как мы знаем, огромный убыток, и убыток этот в текущем квартале 2021 года уменьшился в 2 раза, и сейчас он составляет 30 миллиардов рублей. Убыток за последний квартал. Дивидендов, естественно, никаких в ближайшее время не ожидается и не будет. Хочу также отметить, что до этого тоже компания выплачивала дивиденды нестабильно и не слишком большие. Выручка у компании выросла на 23% в текущем отчетном периоде, то есть вот как мы видим, 23% плюс к выручке, и на 37% сократился убыток. В принципе, это хуже ожиданий, то есть, конечно, могут цифры показаться хорошими, но учитывая эффект низкой базы, цифры весьма скромные. Что касается, в принципе, состояния Аэрофлота, какие тут могут быть перспективы роста? Но перспективы роста очевидны, то есть это рост авиаперевозок, рост туризма, люди выходят из карантинов, проходят вакцинация, соответственно, для Аэрофлота это благоприятно. Поэтому Аэрофлот ожидает увеличения пассажиропотока, соответственно, прибыль компании будет расти. Однако у компании гигантская долговая нагрузка, то есть долг, как видим, вырос очень сильно, балансовая стоимость у компании отрицательная, то есть по факту компания не просто ее активы дешевле, меньше, чем долги, то есть они серьезно меньше, чем долги. И причем такая ситуация была начиная с 2018 года. Отношение долг к EBITDA тут, понятно, безумное, и оно не планирует уменьшаться прямо очень быстрыми темпами. То есть, да, прибыль будет расти, но тем не менее нужно понимать, что вторая, третья, четвертая, пятая, десятая волна коронавируса, еще какого-нибудь вируса будут постоянно, и постоянно компания Аэрофлот будет сталкиваться с новыми трудностями. И даже вот у нас пишет SmartLab, что один из рисков это новые штаммы коронавируса. Но помимо этих очевидных проблем у Аэрофлота есть еще 3 другие проблемы. Значит, первая проблема это устойчиво высокие цены на нефть, а соответственно расходы. Вторая проблема это российские самолеты, то есть компания, поскольку ее главный акционер, сейчас зайдем в структуру акционеров, это государство, вот, 57%. Компания, естественно, выполняет государственные распоряжения. И одним из таких было к 2024 году заменить 40% как минимум самолетов на самолеты российского производства. Мне кажется, ни для кого не секрет, что самолеты российского производства, они более низкого качества, и в связи с этим расходы на их обслуживание выше, а также выше издержки, связанные с рисками крушения этих самолетов, поскольку эти самолеты менее надежные, чем американские аналоги.
Поэтому это тоже может играть негативным фактором. Ну и последний негативный фактор для Аэрофлота — это возможная отмена роялти за пролет иностранных авиакомпаний через Россию. То есть Аэрофлот получает определенную денежку с иностранных авиаперевозчиков, которые через Россию летают. Поэтому вот это 3-4 даже ключевых фактора риска на сегодняшний день для Аэрофлота. Что же, собственно, с перспективами? Ну, перспективы у Аэрофлота тоже, как ни странно, есть. Давайте зайдем в саму презентацию Аэрофлота и посмотрим, какие же они, в принципе, ставят цели. А цели весьма амбициозные, то есть это увеличение пассажиропотока к 2028 году в 2 раза по сравнению с 2019 годом, до 130 миллионов человек в год. И прежде всего увеличение планируется именно в сегменте лоукостеров и региональных перевозчиков. И как мы видим, есть куда расти, потому что в той же Европе и Латинской Америке лоукостеры занимают 37% рынка, а в России всего 7%. Поэтому Аэрофлот ожидает в этих сегментах существенный рост прибыли. Но надо понимать, что рост этот будет растянут на 7 лет, соответственно, поэтому, учитывая проблемы еще и Аэрофлота с долговой нагрузкой, вполне вероятно, что этот срок будет перенесен, то есть мы получим рост пассажиропотока в лучшем случае на 7% в год. То есть если мы посмотрим исторически, да, то сейчас переключимся на годовые отчеты. Исторически пассажиропоток у Аэрофлота рос примерно на 10% в год, но если все будет хорошо, то возможно такой темп роста пассажиропотока и сохранится. Но опять-таки у нас новый сырьевой цикл, поэтому издержки у Аэрофлота тоже будут расти. Что касается сравнения Аэрофлота с конкурентами. Сравним сейчас с иностранными конкурентами в первую очередь, и по части финансовой устойчивости Аэрофлот у нас тут на самом последнем месте из всех конкурентов, поскольку у него отношение cash to debt, то есть денежные средства к долгу, самое низкое. Equity to asset, то есть денежные средства к активам, вообще в отрицательной зоне. Ну, то есть у Аэрофлота с точки зрения финансовой устойчивости она практически на нуле. И риск банкротства компании тоже весьма велик. Кстати, еще один риск, о котором я забыл упомянуть, заключается в том, что Аэрофлот может проводить очень мощные доп. Эмиссии еще. Она уже проводила доп. Эмиссии, и я думаю, еще будет не раз проводить доп. Эмиссии. Далее смотрим профитабельность. По профитабельности Аэрофлот у нас как бы среднячок, то есть ничего тут хорошего нет. Есть компании, которые куда, так сказать, лучше пережили коронавирус, хотя в принципе все в огромных минусах. Смотрим далее. Собственно, стоимостные мультипликаторы. И по стоимостным мультипликаторам у нас тут тоже ничего хорошего особо-то и нет. Потому что ПНБ отрицательный вообще, ПНС, вот по ПНС, да, Аэрофлот дешевле других аналогов, но даже вот если сравнить с Дельтой, с той же, у Дельты куда лучше ситуация, чем у Аэрофлота. То есть Аэрофлот, по большому счету, если бы его государство не поддерживало, это была бы банкротная компания. Какой смысл покупать банкротную компанию? Да, в общем-то никакого. То есть, как видим, да, компания не развивалась бурно. То есть сейчас компания вообще в полной, так сказать, пятой точке. И выбраться, когда она из него выберется, я думаю, к 2024 году, не раньше. Но многих интересует данная компания именно спекулятивно. То есть спекулятивно, сейчас перейдем к графику, компания может быть интересна, потому что долгосрочным инвесторам однозначно нет. Даже если вы хотите покупать авиаперевозки, лучше покупайте ту же Дельту. А спекулятивно можно на ней заработать. Но надо учитывать тот фактор, что очень много непредвиденных обстоятельств, которые мы, так сказать, просчитать не можем. Но я тут обозначил уровни, как бы коридор, в котором акция последние несколько месяцев ходит. И считаю интересным уровнем приобретения в районе 63
рублей за одну акцию, потому что в таком случае у нас есть потенциал роста где-то до 74 рублей, то есть порядка 15-20%. Но, а справедливой ценой для Аэрофлота я бы установил цену 55 рублей, то есть это та цена, при которую реально сейчас Аэрофлот стоит, потому что вот этот вот весь рост, он по большому счету оснований каких-то для этого роста нет, потому что у компании долгосрочно будут очень-очень-очень серьезные проблемы. В общем, какие выводы из всего сказанного мной можно сделать? Что фундаментально компания Аэрофлот как была некачественным активом, так она им и есть, только еще в большей степени. Перспектив ростовых у Аэрофлота как таковых нет, потому что даже тот запланированный ростом в 7-8%, он скорее всего осуществлен не будет. Риски национализации компании очень высокие, капитальные издержки у компании будут расти, поэтому Аэрофлот можно рассматривать только с точки зрения спекулятивных каких-то сделок, если вам это интересно. Для того, чтобы подготовить этот обзор, мне пришлось изучить достаточно много информации, и если он был вам полезен, то я буду признателен, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк и напишите комментарий. Если вы хотите самостоятельно изучить компанию Аэрофлот, то всю информацию по компании, текстовый документ я выложу в своем телеграм-канале. Ссылка в закрепленном комментарии. Ну а я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. До свидания.